В ответ на видео про ноутбук Librem 15 мы получили много вопросов. Некоторые из них я распечатала и попросила мужа на них ответить, потому как отвечать всем письменно это долго, да и часто вопросы повторяются. В общем, тут около десятка вопросов я выписала, и сейчас я задам их мужу, чтобы он их на них ответил. Да, давайте. В общем, вопрос первый. Спрашивает Саша Рейберг. Какая-то фигня, HP Omen 15 за 1500 намного лучше. Там характеристики более крутые. Почему мы взяли именно этот? Ну, действительно, если выбирать чисто по железу, то есть более привлекательный вариант. Но я выбирал этот именно потому, что этот privacy aware. Это значит, что у него свободный BIOS, это значит, что у него есть kill свечи, это значит, что там постарались заморочиться с аттестацией, это с проверкой того, действительно ли там то программное обеспечение, которое я ожидаю, и тому подобное. Кроме того, есть еще System 76, тоже замечательные ноутбуки. Я думал между ими и Librem, и выбрал все-таки Librem, потому что там, во-первых, качество сборки было покачественнее, как мне показалось по роликам на YouTube, и там были вот эти kill-свитчи. Еще один момент, я просто по работе занимаюсь как раз вот этими биосами, безопасностью, всей вот этой фигней. И на самом деле Librem для меня это просто интересный опыт, потому что это ребята, которые пытались обойти проприетарные вот эти вот интеловские всякие локины, тем не менее пытаясь поддерживать нужный уровень безопасности. Мне было интересно, что у них получилось, потому что мне это нужно тоже делать по работе. Окей. Спрашивает Knock Shadow. Непонятно, в США ведь не производят их. Почему мы его заказали из США? Он же из Китая, в Китае, наверное, собирается. Или нет? Или ты не знаешь? Я не знаю, мне плевать. Я знаю, что ко мне ноут пришел из США, не из Китая. И на самом деле, если пришел бы из Китая, у меня было бы совершенно вот одинаковое впечатление от этого ноутбука. Но вообще вот бытует мнение, что в США ничего не производят, все делают в Китае. Но вот если просто кто-то откроет, например, на Википедии странички о заводах Intel, можно увидеть, что там всего один из 15 заводов находится в Китае. Все остальные либо в США, либо там в Ирландии, кстати, либо в других странах. Поэтому, ну, всякое может быть. Поэтому, ну, у нас в Ирландии есть завод Intel. Именно производят Intel, да. именно производство, не офисы, да? Да, именно завод. Большинство заводов у них находится в Орегоне, ну, в США. Какие-то там раскиданы. Один вот в Китае находится. Ну, то есть, может быть, в Китае произвели. Какая разница? Китай умеет делать, на самом деле. Не надо думать, что если Китай, то это не так. Несколько вопросов от Антона Спицына. Кем работает муж? Я работаю в одном IT-гиганте. На самом деле, внимательные подписчики давно знают. Да. Сколько лет работаете в своей области? Это сложный вопрос, потому что первые деньги я начал зарабатывать, такие совсем мелочные, еще во времена школы. Я там первые программки я начал писать, когда мне было лет 13-14, наверное. И вот вузовские ребята там у нас местные давали мне там по 500 рублей, чтобы я мог помочь их зачет сдать. Если так считать, то это 19 лет. Если реально, то есть если их уже профессиональный опыт считать, то может 13-14, наверное. Как оказался в этой стране? В Ирландии. В Ирландии. Меня пригласили сюда работать. Замечательный оффер, хорошая зарплата, все замечательно. Я рад изучить новую страну, новую культуру и поработать в новом месте. Купили ли вы свое жилье? Пока что нет. Скоро, может быть. Так, Егорик Крутой спрашивает, сколько памяти у вашего ноутбука? Я полагаю, речь про оперативную память. Там, к сожалению, в Librem'ах можно только до 32 гигабайт, поэтому я взял 32 гигабайта. В частности, System 76 меня привлекали тем, что там можно больше. Там есть модели, тоже такие замечательные модели, там до 64 гигабайт можно. Поскольку тут не указано у Егорика, какую память именно имел в виду, давай уточним HDD или SSD, что у тебя там? Там, если я правильно помню, уже не помню, NVMe-шки на 1 терабайт, если... Тоже от Егорика вопрос в другом комментарии. Он спрашивает, сколько стоит этот ноутбук. Там была сложность еще с таможней. Сам ноутбук, если правильно помню, стоит типа $2500. Тут большая таможня. Я помню, что суммарно это вышло больше 3000 евро. Я не помню точно сумму. Понятно.
Так, Уганда Саратов 2002 спрашивает. На любой ноут можно установить эту ось, и он будет таким же защищенным. Нет. Более того, ось твоя снес. Суть не в ней. Еще раз. Основная суть этого ноутбука в том, что я знаю, что он делает. Я могу ему доверять, я могу им управлять. Это не набор каких-то проприетарных, там, закрытых решений, которые делают что-то вопреки моей воле, а это свободные, открытые решения, которые прошли аудит, которые я сам могу проверять, которые я могу заменить. Я могу туда сделать что-то свое, прошить, и оно будет работать. Если вы возьмете обычный интеловский комп и просто попытаетесь туда прошить какой-нибудь core boot, вполне вероятно, что у вас ничего не получится, потому что там потребуется как-то это интегрировать с проприетарными компонентами, чтобы оно вообще заработало. Более того, в современных интеловских компьютерах есть такая штука, как Intel ME. Это, по сути, отдельный компьютер, вшитый в ваш компьютер. И он закрытый, он имеет доступ ко всему, но тем не менее он закрытый. И более того, он даже может перехватывать сетевой трафик, на это как-то реагировать и прочее. По сути, это такой бэкдор с полными привилегиями в вашем компе. И, например, вот в пуризме Intel ME он обезврежен, он деактивирован. Без Intel ME, по идее, интеловская машина не должна работать. Но вот они добились того, что она работает, несмотря на то, что Intel ME обезврежен. Когда вы ликвидируете Intel ME, вы лишаетесь определенных фич по безопасности. И Prism, кстати, еще одна вещь, чем он интереснее System76, они заморочились тем, чтобы попытаться восстановить security после обезвреживания Intel ME. Если кому-то интересно, я действительно могу сделать такой подробный рассказ, как вообще работает аттестация, что такое Intel ME, как работают ранние этапы загрузки проца. Я, правда, буду вынужден погибать многие вопросы из-за NDA, но если кому-то действительно интересно, можете сказать, я постараюсь это сделать. Лайки этому видео. Чем больше лайков, комментариев, запишем видео, я подготовлю список вопросов и напрягу его, чтобы он подготовил ответы. Следующий вопрос. Задает Олег Олло. System 76. Это как раз вот, который я упоминаю. Это действительно клевые ребята. Могу ошибаться, но если я правильно помню, 76 появились раньше, чем Prism. Просто System 76 он ориентируется именно на свободность, что для меня тоже очень важно, а Prism ориентируется именно на приватность, что требует свободности и плюс еще чего-то. Если используешь Google сервисы, то анонимность и защищенности сразу можно забыть. Как ты используешь почту, как ты используешь... Ты же не можешь не использовать поиск Google. Все используют поиск Google. Хороший вопрос, да, действительно. Раньше у меня было куча своих почтовых серверов, раскиданных по совершенно разным местам, в разных доменах, там все настроено по-разному. К сожалению, я в какой-то момент стал очень экономить свое время, я только осознал, что час моего времени стоит дофига денег, и я просто как-то решил на это немножко подзабить, к сожалению. Но я к этому вопросу еще вернусь. У меня для внешней переписки используется Google Mail. И в Google Mail я захожу с отдельной песочницей, которая существует специально для того, чтобы заходить на этот Google Mail. Да, это все равно очень решение так себе, но на самом деле через Google почту я никаких таких переписок не веду. Это просто такое для инициирования общения обычно, либо там, чтобы получить какую-то информацию от какого-то магазина, там, ресипт или еще что. Да. А другие сервисы Google, ты же не можешь отказаться от всех сервисов, например, навигация, там, карты, поиск Google. Я в качестве поисковика использую DuckDuckGo, что, конечно же, тоже не супер решение, но лучше, чем использовать просто Google. Я когда-то пробовал какие-то децентрализованные поисковые системы, но, к сожалению, работают они пока что очень так себе, поэтому DuckDuckGo. Иногда DuckDuckGo дает плохие результаты, и я просто там, опять же, через песочницу захожу в Google. Это звучит, как бы бредово, особенно учитывая, что я как бы экономлю свое время, но информация для меня как бы вот о себе, она еще более ценная, поэтому тут я время не жалею. Поехали дальше. Иван Конорев спрашивает, не спрашивает, а советует. У них еще Librem чат есть. Отличная альтернатива Telegram к подобным псевдобезопасным мессенджерам. Да, это действительно правда. И мы дома вот с женой переписываемся через такую вещь, как Matrix. И Librem чат это тоже Matrix. Так что у нас даже лучше. У нас свой Matrix. А почему мы не используем Librem чат? А зачем? У нас свой. Это их не сервер? Или это их сервер, но Matrix, он же с end-to-end шифрованием, и там свободное решение, все замечательно, аудит, там бла-бла. Но все равно свой сервер как-то больше доверия. В общем, у нас даже круче, чем Librem чат. Matrix, он еще, по идее, by design федеративный, и это
по идее, должно дать нам возможность чатиться с теми, кто в Librem чат. Но я пока не пробовал. У меня есть маленький круг друзей, с которыми я общаюсь через свой сервер. Плюс вот, ну, просто некий малый круг людей. Александр Пропавший спрашивает обзоры от реальных пользователей. Ему интересно было бы увидеть плюсы и минусы эксплуатации спустя время. У нас уже несколько месяцев находится, ты им попользовался, наверное, есть что сказать о его эксплуатации. Первое, что тут хочется сказать, что если бы я встал перед этим выбором снова, я бы не брал Librem. Я бы взял System 76. Просто потому, что у тебя System 76 еще не было. А этот уже был. Может быть, этот еще хуже, просто мы об этом не знаем, да? Да, ну, это правда, с одной стороны. С другой стороны, я ожидал гораздо большего. Я ожидал гораздо лучшей безопасности, потому что, когда я разобрался, как там сделана аттестация, ну, лично я могу ее просто взломать. Она ни о чем. Ну, это ты можешь. Ну, это потому, что я обладаю информацией, которая NDA, которую я не могу рассказать. Но все равно, безопасность, она должна быть by design, она не должна быть through obscurity. Она должна быть математически доказана, а тут это не так. Я не доверяю этой безопасности. Хотя она, конечно же, лучше, чем ее отсутствие. Да. Это во-первых. Во-вторых, качество сборки, ну да, ну, может быть, по YouTube и казалось лучше, чем у System 76, но претензии есть. Кроме того, опять же, вот System 76, у них основная фича это то, что они используют свободную реализацию BIOS, там, вообще свободные компоненты, бла-бла, да. Хотя, например, ну, с оговорками, конечно. Это везде в реальном мире с оговорками. Ну, больше либо меньше. Если Librem, они фанатично ушли в эту сферу, потому что это требуется для privacy, то System 76 они пытались сделать разумные компромиссы. В результате я к Librem не могу подключить свой монитор 4К, ну, в разрешении 4К. Если я так делаю, я получаю 30 FPS, потому что единственный там выход это HDMI. Через DisplayPort through USB-C там отсутствует. О чем они явно заявляют на сайте, но я почему-то это пропустил, когда покупал. Кроме того, например, они не могут заряжаться через USB-C, как все современные ноутбуки. Что, ну, это просто неожиданно. Да, понятное дело, если я изучу лучше, я просто понадеялся, что они сделают нормально. Просто принялся потратить время. Вот. Да. И, ну, он просто менее юзабельный. То есть, например, в System 76 там есть и Ethernet, что для меня очень хорошо. Но зато я ему больше доверяю. Вот эти килл-свитчи меня очень радуют. Я понимаю, что мало кому это надо, но меня это радует. Я не жалею о покупке. Просто если бы я покупал с нуля, я бы все-таки купил System 76 и думал, как бы туда прикрутить обезвреживалки микрофонов, камер, Wi-Fi, Bluetooth и всего остального. Вот и все. Ну что еще можно сказать? Еще медленный, на самом деле. 32 гигабайта звука, это может быть медленным. Ну, вот у него экран, допустим, 4К. И если я, допустим, просто запускаю, вроде бы все настроено. Вроде бы я человек, который немножко понимает, как это работает, как это настраивать. Но почему-то, когда я просто запускаю в Firefox, там, в YouTube что-то в 4К, хотя сейчас в YouTube очень тяжело найти что-то в 4К, оно тормозит. Странно. Да. Конечно же, если я запускаю с помощью MPV, то он работает гораздо лучше и чаще всего не тормозит. Но даже в MPV некоторые ролики, в особо там резких картинках, где резко меняется, он начинает тормозить, но это ни в какие ворота. Да, может быть, это какой-то баг, может быть, там что-то нет, может быть, может его сдать на сервис надо, если он на видео тормозит. Я просто пользуюсь этим ноутбуком в режиме Full HD и все. Одно расстройство купить за столько денег ноутбук и пользоваться им вырезанной версией тупо из-за того, что он тормозит на 4К. Ну, прям такое расстройство, по-моему. И внешний монитор я тоже включаю в разрешение меньше, чем 4К. Хотя да, у тебя два монитора стоят, по 32 дюйма 4К. Я не могу подключить третий. То есть у меня Lenovo, я просто втыкаю один кабелечек, у меня зарядка, все мониторы, клавы, мышки, все вообще на свете. Шикарно. Жизнь сказка. Lenovo тоже не самый надежный, может уже убедить. А тут я включаю отдельно зарядку, отдельно HDMI, отдельно USB и не получаю в результате того же, что там с одного кабелечка. Да, но у Lenovo своих тараканов хватает, тут отдельное видео можно записать, ты с ним тоже настрадался. Так что у всех есть свои минусы и плюсы, так сказать. Ну все, записали. Я думаю, что
На сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Поставьте, пожалуйста, лайк, оставьте комментарий, если наберется еще список вопросов, мы запишем еще одно видео. Да. Поэтому задавайте вопросы, лайкайте, подписывайтесь. Спасибо, что вы с нами. С вами была Виктория, Дмитрий и Троя. Всем пока! Всем счастливо.